Лес на рассвете кажется застывшим в ожидании. Но если присмотреться к небольшому ручью, петляющему среди ольхи и ив, можно заметить движение, которое меняет саму географию этого места. Здесь нет тяжелой техники, нет чертежей на бумаге и нет государственных субсидий. Здесь работает самый эффективный гидротехник планеты, чей единственный инструмент — это пара невероятно острых оранжевых резцов и непоколебимое трудолюбие. Знакомьтесь, это бобр. Существо, которое на протяжении миллионов лет не просто приспосабливалось к окружающей среде, а переделывало ее под свои нужды. В этом фильме мы отправимся в путешествие по затопленным лесам и глубоким заводям, чтобы понять, как этот грызун стал ключевой фигурой в борьбе за экологическое равновесие нашей планеты. Чтобы понять, как бобр строит свои мегасооружения, нужно заглянуть в его инструментальный ящик. Эволюция превратила это животное в идеальную машину для работы в двух стихиях. Бобр — второй по величине грызун в мире, и каждый сантиметр его тела функционален. Первое, что бросается в глаза — это зубы. Ярко-оранжевый цвет им придает железо, которое укрепляет эмаль. Бобру не нужны стоматологи, его резцы самозатачиваются и растут всю жизнь. Передняя сторона зуба твердая, а задняя — мягкая, поэтому при грызении они стираются неравномерно, всегда оставаясь острыми, как стамеска. Но секрет успеха не только в зубах. Посмотрите на его хвост. Это не просто весло или руль, это многофункциональный инструмент. Покрытый чешуйками, плоский и мощный, он служит опорой, когда бобр валит дерево на задних лапах, и терморегулятором, помогающим сбрасывать лишнее тепло. А еще это сигнальное устройство. Резкий шлепок хвостом по воде разносится на сотни метров, предупреждая сородичей об опасности. Под водой бобр преображается. Его ноздри и уши закрываются специальными клапанами, а глаза защищены прозрачными веками, третьим веком, выполняющим роль плавательных очков. Его мех настолько густой, до 23 тысяч волосков на квадратный сантиметр, что кожа под ним остается сухой даже после часа пребывания в ледяной воде. Бобр — это живая подводная лодка, вооруженная бензопилой.
Зачем бобр строит плотины? Ответ прост – безопасность. На суше бобр неуклюж и медлителен, легкая добыча для волка или медведя. Но в воде он хозяин положения. Плотина нужна для того, чтобы поднять уровень воды, затопить входы в жилище и создать безопасный транспортный коридор к кормовым деревьям. Строительство начинается с фундамента. Бобры втыкают ветки в дно ручья под углом, против течения. Затем в ход идут камни, дерн, ил и глина. Это не хаотичная куча хвороста, а сложная инженерная конструкция. Бобры тонко чувствуют напор воды и звук протечки. Если вода начинает шуметь слишком громко, это сигнал к немедленному ремонту. Некоторые бобровые плотины достигают невероятных размеров. В канадской провинции Альберта обнаружена плотина длиной более 850 метров, которую видно даже из космоса. Это результат труда нескольких поколений одной семьи. Работа бобра не прекращается никогда. Каждую ночь он патрулирует свою территорию, латая дыры и укрепляя склоны. Они — истинные перфекционисты, живущие по принципу «мой дом, моя крепость». Если плотина — это внешняя инфраструктура, то хатка — это элитная недвижимость. Глядя на кучу веток посреди пруда, трудно представить, насколько продумано это жилище внутри. Вход в хатку всегда находится под водой. Это делает ее неприступной для наземных хищников. Внутри хатки сухо и тепло. Бобры обустраивают несколько ярусов. Прихожую, где они отряхиваются от воды, и жилую камеру, выстланную сухой травой и щепой. Стены, обмазанные илом, к зиме замерзают и становятся прочными, как бетон. В центре купола бобры оставляют небольшое отверстие для вентиляции. В морозные дни над хаткой можно увидеть легкий пар, свидетельствующий о том, что внутри кипит жизнь. Бобры – образцовые семьянины. Они моногамны и живут колониями, состоящими из пары родителей и детей двух последних поколений. Старшие братья и сестры помогают воспитывать первогодков, обучая их навыкам строительства и заготовки корма. Этот период обучения критически важен. Молодым бобрам нужно 2 года, чтобы освоить сложнейшее искусство валки деревьев и ремонта плотин.
Бобры — строгие вегетарианцы. Их рацион меняется в зависимости от сезона. Летом это сочные травы, кувшинки и тростник. Но настоящим испытанием становится зима. Бобры не впадают в спячку, а значит, им нужен огромный запас калорий. Осенью семья приступает к лесозаготовкам. Одно дерево диаметром 15 сантиметров бобр может свалить за от 15 до 20 минут. Основная цель не сама древесина, а нежная кора, камбий и почки. Бобры стаскивают ветки в воду рядом с хаткой, создавая гигантский холодильник, так называемый кормовой запас. Погруженные в холодную воду, ветки сохраняют питательные свойства всю зиму. Когда пруд сковывает лед, бобрам достаточно просто вынырнуть из хатки, откусить ветку от склада и вернуться в тепло, чтобы пообедать в безопасности. Интересен факт: бобры умеют консервировать еду. Исследования показывают, что они выбирают определенные виды деревьев, которые дольше не гниют в воде, демонстрируя удивительные познания в области химии древесины. Бобр — это то, что биологи называют ключевым видом. Своей деятельностью он создает среду обитания для сотен других существ. Когда бобр строит плотину, он превращает быстрый ручей в систему стоячих прудов и заболоченных территорий. Эти бобровые угодья становятся колыбелью жизни. В стоячей воде размножаются насекомые, которыми питаются рыбы. Появляются водоплавающие птицы, такие как утки и цапли. Поваленные деревья привлекают лосей и зайцев, которые доедают кору с верхних веток, недоступных им ранее. Даже мертвые деревья, погибшие от затопления, приносят пользу. В них селятся дятлы и совы. Но роль бобров еще масштабнее. В эпоху глобального потепления бобровые плотины становятся щитом против засухи и лесных пожаров. Они удерживают воду в почве, питая грунтовые воды и не давая малым рекам пересыхать. Там, где есть бобры, ландшафт остается зеленым даже в самое жаркое лето. Бобровые пруды работают как естественные фильтры, очищая воду от нитратов и фосфатов, стекающих с фермерских полей.
История отношений человека и бобра была трагичной. В XVIII и XIX веках бобров едва не истребили полностью. Виной тому была мода на шляпы из бобрового пуха, знаменитые цилиндры. К началу XX века в Европе и Северной Америке остались лишь крошечные изолированные популяции. К счастью, человечество вовремя осознало ошибку. Программы по реинтродукции привели к триумфальному возвращению грызунов. Но возвращение строителей не всегда проходит гладко. Бобры не знают границ частной собственности. Они могут затопить дорогу, уничтожить ценный яблоневый сад или перегородить дренажную канаву. Сегодня мы учимся сожительствовать с этими упрямыми инженерами. Вместо того, чтобы уничтожать животных, люди используют бобровые обманки. Специальные трубы, проложенные сквозь плотину, которые позволяют контролировать уровень воды, не пугая бобров. В некоторых странах фермерам выплачивают субсидии за то, что они позволяют бобрам затапливать часть своих земель, понимая, что выгода для экологии превышает материальный ущерб. Бобр — это напоминание нам, людям, что мы не единственные созидатели на этой планете. Эти животные меняют мир не ради прибыли, а ради выживания своей семьи, и при этом невольно дарят жизнь всему лесу. Глядя на бобра, плывущего в сумерках с веткой в зубах, мы видим символ стойкости и природного интеллекта. Они были здесь задолго до нас, и, возможно, именно они помогут нам сохранить чистоту воды и зелень лесов в будущем. Нам есть чему поучиться у этого молчаливого строителя, его терпению, его трудолюбию и его способности создавать что-то великое из простых веток и ила. В следующий раз, когда вы услышите шум воды в лесу, присмотритесь. Возможно, прямо сейчас там закладывается фундамент нового мира. Мира, созданного бобром.